Для работы подготовим газетные трубочки, также окрасим их морилкой. Более подробно о том, как я делала трубочки, как я их окрашивала, вы сможете посмотреть в описании под видео. Подробно есть мастер-классы. Накручивала я трубочки на спицу 1,5 миллиметра. Также делала из полосок 10 сантиметров и 7 сантиметров. Трубочки основы, они получаются более твердые, на них держится все изделие. Трубочки для плетения из полоски 7 сантиметров, они чуть-чуть помягче. Главное, следите за тем, чтобы они были ровные по всей длине. Красила трубочки морилкой Мокко, разводила их в разных пропорциях. Посмотрите, светлый это 1 к 10, средний 1 к 6 и темный 1 к 1. Вот такая палитра у меня получается. Покрывала трубочки смесью лака с водой. Также, когда будете смотреть видео, то я там подробно этот процесс описываю. Этим раствором желательно трубочки перед плетением покрывать. Можно, конечно, их просто увлажнять водой, но такой раствор дает трубочке пластичность, плетение ложится более ровно, также склеивается скрутка, трубочка становится однородной, и это добавляет вашему изделию аккуратность. Поэтому обязательно используйте этот процесс, вы не пожалеете. Тот край трубочки, который мы склеивали, он не прокрасился, так как клей у меня влагостойкий, но это ничего страшного. Этот край, он очень грубый и некрасиво будет смотреться в плетении, поэтому мы будем его обрезать в дальнейшем. А противоположный край, он имеет хвостики вот здесь, они тоже некрасиво смотрятся, когда соединяешь трубочки, поэтому этот край нужно обрезать под прямым углом. И здесь соединение смотреться будет более красиво. Трубочки после покраски всегда храним в пленке или в файле, для того, чтобы они оставались влажными. Оставляем кончики обязательно наружу, чтобы они подсыхали и удобно было их скреплять. Трубочки основы все покрываем самый темный оттенок. Смешиваем 1 к 1 с водой и очень хорошо просушиваем. Они не должны гнуться, так как изделие должно держать форму. Для того, чтобы не испачкать форму при покраске, ее нужно обернуть пищевой пленкой. И так как форма невысокая, для того, чтобы ее можно было вынуть из сплетенного изделия, нужно сделать ручки из скотча. Для того, чтобы рассчитать, сколько нужно стоечек основ, смеряем в серединке 90 сантиметров. Стоечки обычно располагаются на расстоянии от 1,5 до 2 сантиметров друг от друга. Я буду брать минимальное 1,5 сантиметра. И теперь мы должны измерить 90 делим на 1,5. Итого получается в работе будет 60 стоечек основ. Начинать плетение будем, делая крест-накрест по 6 стоечек таким образом. Но так как они у нас короткие и не хватает того, чтобы потом их загнуть на стенку, будем их наращивать, соединяя между собой. Соединяем два противоположных края. Тот край, который мы обрезали, и второй, который со склейкой. Он поуже, поэтому этот край чуть-чуть будем заминать, и он очень легко входит
в противоположную сторону будем сажать на клей ПВА. То, что здесь у нас склейка не закрашена морилкой, это ничего страшного. Здесь плетением все прикроется в дальнейшем. Теперь трубочки разделяем по 6 и склеиваем между собой. Но следим за тем, чтобы места соединения трубочек попали сбоку, примерно на расстоянии 5-7 мм, для того, чтобы серединка была красивая, а эти места соединения в дальнейшем плетением прикроются. В месте соединения нужно трубочки приплюснуть максимально. И когда наливаете клей, то много не наливайте, потому что он будет выступать с обратной стороны, будет некрасиво смотреться. Удаляйте излишки клея влажной салфеткой сразу же. Начинаем плетение с самого темного оттенка, такого же цвета, как мы окрашивали стоечки, для того, чтобы начало плетения не выделялось и смотрелось хорошо. Трубочки соединяем между собой. Тот край, который со склейкой, обрезаем под острым углом, заминаем и вставляем в противоположный край, который мы обрезали. Теперь эту трубочку складываем пополам. И начинаем плести плетением, которое называется прямая веревочка. Огибаем сразу 6 трубочек, плотно прижимаем к основе и плетется таким образом. Делается крест-накрест, то есть нижняя трубочка идет наверх, а верхняя трубочка идет вниз. Так плетем 2 ряда, пока плетем по 6 трубочек сразу. Затем уже будем их разделять. Главное при плетении хорошо укладываем сразу ряды и следим за тем, чтобы они очень плотно прилегали к серединке. Тогда плетение будет смотреться хорошо. И когда трубочки заканчиваются, то мы должны их соединить в местах, где они пересекаются. Вот мы смотрим, вот эта трубочка у нас должна быть соединена здесь, потому что дальше уже идет скрутка и будет смотреться некрасиво. Поэтому трубочки не жалеем, и даже остается, если вот такой большой хвостик, все равно его обрезаем. То есть обрезаем где-то на расстоянии примерно 5 мм после соединения. И аналогичным способом наращиваем вторую трубочку. Я доплела до конца второго ряда. Теперь хорошо поправляем, то есть серединка должна смотреться ровненько. И теперь мы будем разделять вот эти трубочки по 2.
Этот ряд плести не очень удобно. Трубочки расширяем максимально, вот эти боковые сюда к углам, чтобы здесь ряд смотрелся ровно и красиво. На втором ряду уже будет гораздо удобнее. Теперь проходим этот ряд, прижимаем к плетению достаточно плотно. И дальше уже плетем еще таким же образом. Я проплела 6 рядов. Для того, чтобы понимать, где заканчивать и сколько рядов проплели, нужно первую трубочку чем-то обозначить. Я обозначила резинкой. Вот. И так теперь выглядит мое донышко. Вот это лицевая часть. Вот так выглядит изнаночная. Места соединений трубочек незаметны ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. И это очень хорошо. Они попали в места соединения трубочек, и теперь плетение выглядит аккуратно с обоих сторон. И теперь пришло время, когда нам нужно менять трубочки на цвет посветлее. Я буду одну из трубочек оставлю темную, а одну буду менять на среднюю. И когда я проплела один ряд, то уже меняю темную трубочку на трубочку такого же цвета среднего. И дальше уже в этом цвете будем плести дальше. И одновременно будем добавлять стоечки, так как здесь у нас уже расстояние увеличилось и плетение не так красиво ложится. Будем добавлять и оплетать пока по 4 стоечки. После того, как я добавила еще стоечек, у меня получается всего 48 на данном этапе. 24 было изначально и 24 я добавила. Всего мне нужно 60, поэтому мне остается еще добавить 12 стоечек. И их я буду добавлять вот здесь в серединку, немножко погодя. Я проплела 4 ряда, и теперь можно будет вставить оставшиеся 12 стоечек. Я закончила плетение средним оттенком. Вот такой у меня рисунок получается. Очень важно соблюдать расстояние, хотя здесь стоечки достаточно ровно лежат, все равно, чтобы у вас получился рисунок красивым, нужно, чтобы расстояние между вот этими 5 стоечками было везде одинаковое. Вот. А мы приступаем к следующему этапу, и теперь мы будем разъединять вот эти стоечки по одной и оплетать уже самым светлым цветом. Вот здесь вот, когда первый ряд проплетаем, его тоже будет достаточно сложно плести, вот особенно вот в этих местах, потому что здесь у нас
ну, расстояние максимально большое, поэтому вот так заводим стоечки друг за другу, чтобы здесь расстояние уменьшить. Ну и, соответственно, между остальными тоже максимально делаем все ровно. Первый ряд светлыми трубочками готов. Самое главное его хорошо поправить, прижать к основе. Его, конечно, сделать идеальным не получится, потому что здесь стоечки на разном расстоянии друг от друга, и это просто сделать будет невозможно. Но сейчас в дальнейшем будем проплетать следующие ряды, и стоечки уже постепенно у нас выровняются и будут смотреться хорошо. И после того, как я проплела 3 ряда, стоечки практически выровнялись. Теперь основная задача выравнивать их по ширине, чтобы они были на одинаковом расстоянии. Я проплела 5 рядов, до края основы остается примерно 7 или 8 еще рядов. И я здесь хочу вставить украшение в плетение. Буду дальше плести не светлыми трубочками, а самыми темными. Буду менять вот эти две сейчас на темные, а за соседнюю буду подклеивать еще одну. Еще имейте в виду, что вот здесь стоечки мы добавляли, и у меня отмеченная была вот эта, я ее перенесла на соседнюю. То есть из-за нее выходит первая. Вот это обратная сторона. Когда наращиваете светлые трубочки с темными, следите за тем, чтобы соединение четко попало вот в серединку, чтобы здесь смена цвета была незаметна. И когда подклеивала трубочку третью, то немножечко ее заправила за плетение, чтобы она здесь лучше зафиксировалась. Если ранее мы плели все время прямой веревочкой, то есть левая трубочка заводилась поверх правой, то при обратной веревочке, которую мы сейчас будем начинать плести, мы заводим левую трубочку под 2, так как у нас объемная веревочка, и заводим за соседнюю, за свободную. Трубочку делаем посвободнее чуть-чуть, первую. И так продолжаем дальше. Все время левую заводим под 2 и за свободную. При обратной веревочке из 3 трубочек соединение нужно делать под 2. Вот мы видим, трубочка закончилась. И вот эти 2 ее будут прикрывать. Чтобы было незаметно, мы ее обрезаем на уровне той, за которую будем заводить. Доходим до конца ряда, заводим за отмеченную, и вот у нас остается 2. Левую заводим между светлой и темной сюда внутрь,
и выводим вперед. И теперь последнюю заводим под двумя. И также выводим вперед. Здесь теперь по рисунку хорошо поправляем. Проходим и поправляем веревочку. И теперь для того, чтобы получилась косичка, будем плести прямую веревочку из 3 трубочек. Так же, как мы плели здесь. То есть левая трубочка накладывается уже поверх 2 трубочек и заводится за свободную. То же самое здесь делаем посвободнее в самом начале. Плетем аналогично тому, что мы плели здесь. При прямой веревочке обрезаем трубочку на расстоянии сантиметра за той стоечкой, за которую заводим. Также, чтобы 2 трубочки затем прикрыли это место соединения. Доходим до конца, до отмеченной. И теперь заправим трубочки внутрь. И только начинаем не с левой трубочки, а с правой заправлять. С обратной стороны обрезаем под острым углом и по рисунку вот так подклеиваем. Вот такая косичка получилась. В сочетании 2 ряда смотрится очень хорошо, очень украшает донышко. И дальше продолжаем плести светлыми трубочками уже до конца основания. Подклеиваем 2 светлые трубочки. С изнаночной стороны капните клея и заправьте трубочки в плетение. Так будет более аккуратное начало ряда. Выводим трубочки вперед, и когда клей просох, начинаем плести еще примерно 5 рядов плетением прямая веревочка. Я проплела 6 рядов, заканчиваю плетение так же, как и начинала, то есть одна трубочка выходит из-за отмеченной, а другая из-за соседней. Сейчас я их обрежу под острым углом и буду заправлять одну за отмеченную, буду прятать сюда в плетение, а другую за соседнюю. То же самое заправлю в плетение. Донышко готово. Вот такое оно получилось оригинальное. Очень украшает его серединка. Также объемная коса по периметру на светлом фоне очень выигрышно смотрится. Теперь измеряю плетение по форме. Получилось примерно на 2 мм больше, чем форма. И это очень хорошо, потому что сейчас будем поднимать стоечки, заводя одну за другую. И если чуть-чуть будет выступать плетение, то будет здесь даже лучше смотреться. И форма будет легче входить. Для того, чтобы на стоечках не было заломов, перед тем, как поднимать, примерно на расстоянии 2 сантиметров покроем смесью лак плюс вода, той, что мы покрывали трубочки при плетении. Начинаем поднимать стоечки. Первую стоечку вот так обхватываем трубочкой, потому что у нас здесь будет заводиться потом последняя сюда. И начинаем заводить слева направо
за соседнюю. Делаем достаточно плотно. Так вот поднимаем. Лучше всего это делать даже не с лицевой части, а с изнаночной, потому что так получается туже. Ну, можно и с лицевой тоже, конечно, таким вот образом. Так, обхватываем и поднимаем. Здесь стоечки, они будут падать первое время. Ну, потом, когда будем плести, уже выровняем их. Сейчас покажу, как можно с изнаночной стороны. Я подняла все стоечки. На место отмеченной поставила последнюю. Ну, здесь это очень легко делается. Просто вынимаете и ставите последнюю стоечку. Вот так вот получается. Здесь донышко очень аккуратное. И с обратной стороны проходим. И, конечно же, все стоечки поправляем. Делаем их ровненько. Выравниваем и сбоку, делаем их вертикально, подтягиваем еще. Ну и теперь для того, чтобы снизу получился эффект косички, мы проплетем еще темными трубочками один ряд. Сейчас я их подклею с обратной стороны стоечек. И затем уже будем менять на один оттенок светлее цвет. Обязательно ставим форму. И теперь уже будем оплетать по форме. И теперь плетем прямой веревочкой. Обязательно выравниваем стоечки вертикально и следим за тем, чтобы они были на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот я доплела до конца ряда. Теперь эти трубочки нужно будет обрезать и подклеить сзади по рисунку. Вот чтобы понять вам, где обрезать, вот у нас отмеченная трубочка. Из-за нее должна выходить и из-за соседней. Туда их заводим и там подклеиваем. И теперь будем вводить уже следующий цвет. Тот, которым мы плели серединку. Вот здесь средний оттенок. И дальше я хочу, чтобы плетение у меня было в виде косички. Несколько рядов я хочу проплести таким образом. Это достигается, как вы знаете, сочетанием прямой и обратной веревочки. Здесь вот мы уже плели так. Только здесь мы плели 3 трубочками, а здесь будем плести обычными 2 трубочками. Когда плетете несколько рядов, сочетая обратную и прямую веревочку, то лучше ввести в работу сразу 4 трубочки и плести вдогонку. Сейчас я покажу, как мы это будем делать, а пока трубочки нужно заправить в плетение, то есть слева от стоечки расширяем пространство, наливаем клей и все трубочки заправляем внутрь. Затем выводим вперед. Все. Первую трубочку подклеиваем за отмеченную стоечку. Начинаем плести с 2 правых. Будем делать круг. И дойдем вот сюда до конца. И затем будем плести второй парой трубочек. Это и называется плетение вдогонку. Начинаем с плетения обратная веревочка. То есть левая трубочка заводится под правую и за свободную стоечку. Не забываем, что при плетении нужно сразу прижимать плотно к форме и к нижнему ряду.
Все, я доплела до конца ряда. Продолжаем плести теми двумя, которые мы оставляли, и плетем уже прямую веревочку. Вот так получается и смотрится очень хорошо. Ну и таким узором плетем до самого верха формы. Я проплела 6 рядов и заканчиваю точно так же, как начинала. То есть у меня за отмеченной и справа от нее выходят все 4 трубочки. Сейчас мы их должны будем обрезать, так же как мы обрезали здесь, и подклеить с обратной стороны по рисунку, потому что этим цветом мы уже плести больше не будем. Сейчас на этом этапе нам нужно будет обрезать стоечки. Они у нас уже коротенькие, и мы будем делать загибку другими трубочками для плетения. У меня их здесь 60 штук. Перед тем, как эти трубочки подклеить, нам нужно будет вот эти стоечки поменять на другие. Обрезаем максимально близко к плетению, чтобы вот эти пенечки смотрелись, ну, здесь маленькими, чтобы не сильно выступали. Вставлять будем спереди. С обратной стороны вот я подклеила хвостики. Вот так вот выглядит. Здесь все аккуратно. Обязательно уложите их по рисунку и прижмите сверху. И дайте просохнуть немножечко. Все трубочки приклеены. Забыла сказать, что это трубочки самого темного оттенка. И теперь для того, чтобы скрыть переход между стоечками и трубочками, я проплету один ряд обратной веревочкой из 2 трубочек и затем уже буду делать загибку. Подклеиваем 2 трубочки и плетем трубочками также самого темного оттенка. Стараемся максимально плотно прижимать к плетению и захватывать обрезанные стоечки сзади, чтобы их было не видно. Доходим до конца ряда, левую трубочку заводим назад, а правую трубочку заводим под вот первый изгиб. Здесь хорошо поправляем и с обратной стороны обрезаем и там по рисунку подклеиваем. Теперь проходим, прижимаем хорошо этот ряд. И еще обратите внимание, что наше изделие по мере высыхания становится достаточно прочным. Оно практически не гнется, потому что трубочки, покрытые лаком с водой, они высыхают и становятся очень твердыми. Перед тем, как делать загибку, я бы, конечно, хотела покрыть еще одним слоем такой же смеси, лак с водой, но желательно добавить туда еще лака, то есть сделать раствор 1 к 1, чтобы он был погуще немножечко. Покрываем со всех сторон
боковые стеночки, донышко, изнутри, снаружи. Просушиваем феном, буквально верхний слой. И затем ставим форму и даем просохнуть. Если у вас есть время, то можно дать просохнуть в течение 12 часов, чтобы лак хорошо схватился и изделие имело прочность. Смесь лака с водой просохла. Теперь можем вынуть форму. И теперь мы можем приступать к загибке. Для этого трубочки нужно покрыть также смесью лак плюс вода. На первом этапе мы будем заводить левую трубочку за правую. И зарезервируем место для последней трубочки. Можно помогать спицей. Так делаем все остальные аналогично. Первая часть загибки готова. Теперь еще проходим ее, поправляем. Все трубочки подтягиваем. Так это выглядит сверху. Изнутри это как обычная коса. Перед тем, как делать второй этап, я обрезала стоечки. Примерно на расстоянии 9 сантиметров. Они мне длинные не нужны. И так как смесь лака с водой очень быстро высыхает, трубочки становятся очень грубыми, я их смочила горячей водой прямо из-под крана, прямо сверху налила. И они размякли, стали опять эластичные. Первую трубочку также обозначим. И теперь второй этап загибки заключается в том, что мы заводим левую трубочку за вторую, поднимаем ее наверх. Теперь левую поднимаем опять за вторую наверх. Здесь сразу ровненько ее укладываем. И ту, которую первую поднимали, заводим за нее вниз. И так продолжаем дальше. Подходим к концу плетения. Вот у нас идет это наверх. Вытаскиваем теперь резервную трубочку. Заводим и ее за резервную. Дальше вот эта трубочка, она должна зайти вот за следующую, между вот этими двумя. И последнюю уже заводим вот сюда за две. Все, здесь ориентируемся на рисунок, тогда вы не запутаетесь. Вот. И теперь самое главное, пройти всю эту косу нужно будет поправить. Пока она влажная, подтягиваем все хвостики.
Спустя примерно минут 15 вот так вот выглядит косичка. Она очень ровненькая. Обязательно ее выровняйте, чтобы верх корзинки смотрелся красиво. И теперь, когда уже клей высох, трубочки здесь зафиксировались в нужных позициях, нам нужно будет обрезать вот эти хвостики. Для того, чтобы закрасить белый срез, проходим и подкрашиваем морилкой, а затем капаем капельку клея. И теперь для прочности загибку также покрываем смесью лака с водой. Можно даже покрыть на 2 раза, чтобы она была достаточно прочная. И даем лаку просохнуть. И остается последний этап. Для того, чтобы корзиночка заблестела, придать ей красоты, мы покроем акриловым лаком в чистом виде. Можно чуть-чуть разбавить водой, если лак густой, но я покрываю обычным лаком неразбавленным. Единственное, нужно следить за тем, чтобы лак не остался в плетении. То есть его нужно очень хорошо и тщательно размазывать по поверхности, растирать. В конце, после нанесения, можно пользоваться маленькой кисточкой для того, чтобы убрать лак из плетения. Так что покрываем, и наше изделие будет готово. Много лака наносить не нужно, буквально верхний слой только.